Я сегодня начну делать долму, и для начала я сварю рис. У меня есть специальная рисоварка. Мне нужно риса совсем немножко, но я варю обычно около чашки риса. Его надо помыть. Я даже не знала, что рис надо мыть. В России рис был очень грязный. Здесь вот, думаешь, американцы моют рис или нет? Не знаю. Хорошо. Okay. Теперь мы ставим... Я добавлю чуть-чуть соли. Все. Теперь это автоматически сварится. Ничего не надо делать? Да. Okay. Класс. Всё. Класс. Мама, что ты сейчас делаешь? Так, на, подержи. Так, я срезаю листья, которые я положу вниз на кастрюлю, на которых я потом буду класть долму. Просто надо закрыть дно. Хорошо. Все. Все? Зимой я делаю обычно капусту, покрываю дно, когда есть листья, Когда есть листья, давай. тогда я делаю виноградные листья. Для начинки для долмы нам нужно много баранины. Лук, чеснок, приправы, рис, который мы поставили варить. Ты очень красиво это делаешь. Не знаю, Феде, наверное, надо все этапы показывать. Да, давай все буду показывать. Потому что я ничего не знаю, Федя ничего не знает. Федя, может быть, знает. Эй, ты думаешь, это все для меня? Ты говоришь, это для Феди, а это вообще-то для меня. Поняла? Поняла. Нет. Окей, ладно. Так, поскольку нам надо мясо прокрутить через мясорубку, Да. для этого нам надо его разрезать на более мелкие куски. И также лук. Не обязательно слишком мелкие, такие, чтобы только прошли через мясорубку. Значит, это для лука. А это жир внутри? Да. Класс. Это мы купили в Price Right. Да. Да. Не слишком дорого там мясо. Так, мне нужно. Я не могу помочь, я держу камеру, извини. Значит, просто режу сейчас на такие куски, чтобы они прошли через мясорубку. Это трудное слово для меня. Мясорубка. Да, meat grinder. Мясорубка. Мясорубка. Окей. Не от слова мусор, а от слова мясо. Я думала мусор. Я думала мусор в гараже. Ты спрашиваешь, принеси мне мясорубку. Да? Мясорубку. Мясо. Окей, надо говорить мясорубку. Нет, мясорубка. Окей. Это Просто ты знаешь, в русском языке не все гласные произносятся так, как они я пишутся. это очень хорошо знаю. Из-за этого у меня Проблема. много проблем, много ошибок. А вот пока ты это делаешь, покажу, какой красивый рис. Федя уже немножко поел. Федя поел рис? Да. Это для нас было. Я туда добавила еще масло Масло. сливочное. Okay. Ну, совсем мало риса и очень много мяса. Так всегда. Это надо. такой секрет. Да. Чтобы было вкусно дома, Жирное мясо и нужно чуть-чуть много мяса и Да. совсем немножко риса. мяса. Окей, Баранина, красиво. Да, баранину. Баранина. Окей, теперь мы будем это пропускать все через мясорубку. Окей. Теперь будет очень громко. Окей. Я правильно выключила? Да. Окей. Все.
Значит, теперь я перекладываю в большую посудину, потому что мне сейчас надо все это хорошо перемешать. Это мясо, лук и чеснок. Сейчас мы, ну, опять-таки, мой принцип, что мясо должно быть гораздо больше, чем риса. Я думаю, мы его соблюли, так что я кладу сюда рис. Значит, из приправ: соль и перец, all peppers Greek, seasoning. А где бы это найти? Амазон. Таджин, мята, чуть-чуть совсем, и красный перец. Откуда мята это, мам? Это с нашего двора мята. Вау, окей. Так, ну, я, к сожалению, не знаю. Я примерно делаю вот так вот с солью. То есть я Окей, вот так вот с солью. посыпаю на руку. А еще вот так вот. Много-много перца. Это очень много. Я не знала, что это так много. Потому что это много мяса, Люба. Очень много греческой приправы. А что это? Никто не знает. Но знает, что это древнее. Так. А это как паприка или не совсем? Таджин. Мне кажется, это из Нового Орлеана. Там они изобрели эту смесь. Так. Значит, теперь самое главное — это все хорошо перемешать. Вот так вот. Да, и рис должен быть остывшим. То есть он... Я его сварила. Да, то тогда приготовят мясо чуть-чуть. Тоже. Да. Некоторые кладут сырой рис, но... А Люка так делает? Да. И я думаю, что можно, но я просто что у меня голова не болела про рис, то я варю заранее. Можно и сырок класть. Так, теперь мы еще не положили мяту. Значит, мяту. Мяту совсем чуть-чуть. Наша собственная мята. И еще соли. Хорошо. Еще перцу. Так. Ну еще. Как ты знаешь, что еще надо? Я не понимаю. У меня Ты просто знаешь, ты чувствуешь. экспириенс. Надо по-русски сказать. Опыт. Опыт. Сын ошибок трудных. Что? Сын ошибок трудных. Сын ошибок трудных. Это хорошо. Это Пушкин сказал. Я думала, ты сама так придумала. Очень красиво. Так. Опыт, сын. Ошибок трудных. Ошибок трудных. Окей, теперь надо пробовать. Фу. What do you mean for? Окей. Это же сырое мясо. Перцу надо больше. Так, соли достаточно. И еще вот этого таджина. Окей. Когда я не уверена, готова или нет, я иду даю папе пробовать. Окей. Он обычно говорит больше перцу. Он тоже говорит это? Он все время говорит. Но в последнее время он уже так не говорит, потому что, видимо, я достаточно кладу. Теперь понимаю. Раньше он все время говорил больше У перца. тебя опыт. Так говорят по-русски, опыт растет или нет? Можно сказать, да. Ну, это как-то по-английски звучит. Набирается. Набирается опыт, это лучше. Так, очень красивый, да? Очень Как ты красивый, думаешь? да. Еще раз пробуем. Я не хочу пробовать. Окей, я думаю, это нормально. Значит, теперь следующая стадия, это мы заворачиваем долму. Вот эти листики я собирала в начале лета. Я выбирала самые молоденькие, самые нежные. Их бланшировала в горячей воде. Ой, скажи это слово опять, это красиво. Бланшировала. Бланшировала, вау. И замораживала. И они сейчас очень нежные. Сейчас я их разморозила.
И теперь мы кладем немножко фарша. Значит, на завтра они у меня по 10 штук в этих пакетах. Значит, я собираюсь сделать 60 долма. И вот так вот заворачиваем. Все. Кладем. Так что мы это не каждый день делаем. Мы делаем только когда у нас какой-то праздник. Завтра у нас очень важный праздник. Дедушке Феде... Это завтра его день рождения, да? Мы не просто празднуем завтра. Завтра его день рождения. Ему исполняется... Нет, так говорят? Да. Исполняется 93 года. Окей, давай сейчас урок про... Когда говорят год и когда говорят лет. Так что мне 2 годика, 3 года, 4 года, 5 лет. Да. Окей, так что 4 года, 5 лет, Угу. 6 лет, 7 лет. Да. И потом всегда лет? Нет, потом Ну, меняется. считай, 8 лет. 8 лет, 9 лет, 10 лет, 11. 11 лет, 12 лет, 13 лет, 13 лет, 14 лет. Когда меняется? Ну, считай. 15 лет, 15, 16. 16 лет, 17, 18, 19, 20 лет. 20 лет, 21 года. год. Год, 21 год. Нет, 24 года. 21 год. Год, потому что год это единственное число. 21 год. 22 года. 23 Ага. года. 24 года. Окей. И потом просто год и года. 25 лет. А, зачем? Это... Почему 5? Всегда 5 лет должно быть? Я не знаю почему. Мне это не нравится. Но завтра дедушке исполняется 23... 93. 93 года. Дедушке 23 года, это хорошо. А ты сама придумала, как их... Какое слово? Бланшировать? Нет. Ой, скажи это опять. Бланшировать. Бланшировать. Мне Мадина научила. Окей. Спасибо, Мадина. Спасибо большое. Там есть какие-то моменты. Вот, например, мне в прошлый раз помогал папа лепить эти долму. И он не очень плотно заворачивал. То есть вот я заворачиваю, я вот так вот прижимаю, вот так вот, видишь, и чтобы... И он тогда, потому что он еще будет 1,5 часа кипеть. Да, надо еще готовить. Да. Я забыла про это. И надо, чтобы вот... То есть есть определенные моменты, то есть надо, когда сворачиваешь, чтобы он был довольно плотно. Потому что иначе он может Потому что когда папа мне помогал, они его манты эти долма, вернее, разворачивалась. Из-за этого ты здесь, а не папа. Папа манты будет учить. Да. Не долмо. Это не его специализация. Папа замечательно получается манты. Так, это уже 20 штук мы сделали. Еще 40 осталось. 40. Значит, долму надо готовить где-то часа 1,5. Ой. Я немножко много залила воды. Значит, я кладу сверху тарелку, чтобы они не плавали и не разворачивались. Но воды надо налить не до краев, а чуть-чуть меньше. Я вот немножко больше налила, и она вливается. И на медленном огне, у меня вот минимальный, около 1,5 часов. Сейчас уже 40 минут оно стоит. И сейчас покажем, как делаем соус. Да? Соус очень простой. Это все сметана и чеснок. Это все? Да, мы выдавливаем чеснок. Это классная штучка. Есть еще другая, где он не выдавливается, а очень мелко-мелко разрезается. И я все хочу купить, но мне всегда жалко денег. Но это тоже неплохая. Это выглядит как цацики, греческая. Ну да, только там с огурцами. Да, и йогурт вместо сметаны. Да. Можно йогурт, жирный йогурт взять вместо сметаны тоже. Все, соус готов. Так, прошло 1,5 часа. И Как быстро. чувствуешь запах? Я чувствую, я не знаю, кто смотрит, чувствует. Говядина. Ой, I'm sorry, баранина. Я тоже путаю.
баранина и виноградные листья. Виноградные листья. Так, и они выглядят, что они готовы. И они ничего не развалились. Теперь мы аккуратненько их по одному переносим Ой, как вкусно в пахнет. посудину. Все 60 штук. Дедушке понравится? А я уже не знаю, что ему сейчас. Он всегда говорит, Главное, Кира что... очень вкусно все делает. Люба, тебе надо научиться, как она готовит. Хорошо, что это он тебе говорит, а не другой Любе. Они все целенькие, ни один не развалился. Потому что, потому что мы все сделали правильно. Потому что я тебе не помогала, просто камеру держала. Ты мне помогала заворачивать. Нет, я только ключики сделала. Да, да. Все, ладно. Теперь видишь вот эти листья, которые мы вчера сорвали, они были свежие, теперь они тоже такого же цвета, Да. как когда они сварились. Но они как бы помогают, чтобы не прилипало ко дну, потому что долго очень варится. Да. И вообще мне нравится, когда там винограда больше. Вот. Ой, ура! Долма. Спасибо, мам. Пожалуйста.